Приветствую всех любителей вязания. Меня зовут Людмила, и вы на канале Вязание для всех. Сегодня я подготовила для вас схему, на мой взгляд, шикарного, рельефного, объемного, можно сказать, 3D узора из ячеек. Узор, на мой взгляд, универсальный и подойдет для любых изделий. Покажу его вам со всех сторон. Прекрасный узор, на мой взгляд, выглядит очень богато. Вот так выглядит изнаночная сторона. Также этот узор можно вязать по кругу. Я попробовала, все у меня прекрасно получилось. В конце видео я дам схему узора по кругу. Включайте субтитры, и вы увидите текстовое описание узора на экране. Раппорт узора состоит из 6 петель и 8 рядов. Для вязания поворотными рядами наберите количество петель кратное 6 плюс 2 кромочные. Я набрала 20 петель. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, 2 лицевых. Из одной петли вывязываем 3. Лицевая, накид, лицевая. И из следующей петли также вывязываем 3. Лицевая, накид, лицевая. 2 лицевых. Мы провязали первый раппорт узора. Вяжем второй. 2 лицевых. Из одной петли вывязываем 3. Из следующей петли также вывязываем 3. 2 лицевых. И повторяем третий раппорт. 2 лицевых. Из одной 3. Из одной 3. 2 лицевых. И кромочная. Провязали первый ряд. Вяжем второй. Кромочную снимаем, 2 изнаночных. Далее снимаем 6 петель, не провязывая нить перед работой. 6 петель — это те петли, которые мы провязывали из одной 3. Вот эту ниточку, которая у вас будет протяжка, ее лучше хорошо затягивать, чтобы не было дырочек. Далее 2 изнаночных. Это мы провязали первый раппорт, вяжем второй. 2 изнаночных. 6 петель, снимаем нить перед работой. Две изнаночных. Затягиваем протяжку. И также 2 изнаночных. 6 снимаем нить перед работой. 2 изнаночных. Кромочную провязываем изнаночной. Провязали второй ряд. Далее вяжем третий ряд. Кромочную снимаем. И сейчас нам нужно будет перекрестить 5 петель с наклоном вправо. Те, кто вязал узор гиацинт, для них этот прием будет уже знаком. Снимаем 2 петли, не провязывая нить перед работой. Далее 3 вместе лицевой за заднюю стенку. И меняем петли местами. Подхватываем левой спицей 2 снятые петли. Выводим правую и подхватываем одну провязанную. Таким образом мы перекрестили петли. Провязываем 2 лицевых. И у нас получается вот такой элемент. Далее перекрещиваем 5 петель с наклоном влево. Для этого снимаем 3 петли, оставляем их перед работой, нить сзади.
вяжем 2 лицевых и меняем петли местами. 3 подхватываем левой спицей, правую выводим и вот таким образом перекрещиваем петли, провязываем 3 вместе лицевой за заднюю стенку. И такие 2 элемента у нас получилось. И вяжем так до конца ряда. 2 петли снимаем, нить перед работой, 3 вместе лицевой за заднюю стенку, меняем петли местами, подхватываем 2 петли, провязываем 2 лицевых, далее снимаем 3 петли, оставляем их перед работой, 2 лицевые, меняем петли местами, три лицевых вместе за заднюю стенку, и следующий раппорт провязываем точно так же. Кромочную вяжем изнаночной. Мы провязали 3-й ряд. Далее вяжем 4-й ряд, кромочную снимаем и вяжем все петли изнаночными до конца ряда. Провязали 4-й ряд. Далее вяжем 5-й, кромочную снимаем, из одной петли вяжем 3, лицевая, накид, лицевая, 4 лицевых, из одной вяжем 3, лицевая, накид, лицевая. Провязали первый раппорт, повторяем, из одной 3, 4 лицевых, из одной 3, следующий раппорт, из одной 3, 4 лицевых, из одной 3, кромочную вяжем изнаночную. Провязали 5-й ряд, вяжем 6-й, кромочную снимаем, 3 петли, снять нить перед работой, 4 изнаночных, три петли, снять нить перед работой. Провязали первый раппорт, вяжем второй, 3 петли, снимаем нить перед работой, 4 изнаночных, подтягиваем хорошо протяжку, три петли, снимаем нить перед работой, второй раппорт провязали, третий раппорт, 3 петли снимаем, 4 изнаночных,
И 3 петли снимаем, нить перед работой. Кромочная. Вяжем 7 ряд, кромочную снимаем и сейчас перекрещиваем 5 петель с наклоном влево. 3 петли снимаем перед работой, 2 лицевых, меняем петли местами, провязываем 3 петли вместе, лицевой за заднюю стенку. Далее 5 петель перекрещиваем с наклоном вправо. 2 петли снимаем, нить перед работой, 3 вместе лицевой за заднюю стенку провязываем, меняем петли местами, две лицевые. Провязали первый раппорт и далее точно так же вяжем второй. 3 петли снимаем, 2 лицевых, меняем петли местами, провязываем 3 вместе лицевой за заднюю стенку, далее 5 петель перекрещиваем с наклоном вправо, 2 петли снимаем, нить перед работой, 3 вместе лицевой за заднюю стенку, перекрещиваем петли, меняя их местами, 2 лицевых. Вот видите, у нас уже получились ячейки. И вяжем последний раппорт. 3 петли снимаем, провязываем 2 лицевых, меняем петли местами, 3 лицевых провязываем, 3 вместе лицевой за заднюю стенку и 5 петель перекрещиваем с наклоном вправо. Провязали 7 ряд. Далее вяжем 8 ряд, кромочную снимаем и вяжем все петли изнаночными до конца ряда. Провязали 8 ряд. Далее продолжаем вязать, повторяя с 1 по 8 ряд раппорта. Для того, чтобы связать данный узор по кругу, наберите количество петель кратное 6. И сейчас включите субтитры, и на экране вы увидите описание узора круговыми рядами. Также повторяйте с 1 по 8 ряд. Если вам понравился этот узор и мой мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии, свои отзывы, впечатления. Спасибо за внимание. Я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.